Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна. И сегодня такой дебют колоды. Это Таро Райдер-Уэйта, классика, да? И с ней связана очень интересная история. Я уже рассказывала о том, что от меня не мои колоды как-то сами по себе уходят, а какие-то, вот, например, вот это манго, да, манго Таро, она от меня вообще никак уходить не хотела, хотя я ее раз 5 пыталась сдать обратно. Просто понаблюдайте, возможно, вот в вашей жизни тоже есть такая тема. И классику очень долго искала, очень много колод пересмотрела, ну, наверное, штук 8 точно. И вот пока я не нашла вот эту, и мне она очень понравилась. Она сделана в таком старинном варианте. И коробочка такая классная. И сегодня у нее дебют. Я на ней еще ничего не записывала, не раскладывала. Вот, я подумала, что пора дать ей ход. Мне очень безумно нравится эта рубашка, очень классная. Я причем вот если мне не нравится рубашка у колоды, ну как-то она не лежит к моей душе, скажем так. И давайте мы посмотрим, что же она нам сегодня скажет, что важно знать. Я, естественно, расклад потом как-то назову. Про что же нужно будет рассказать тем, кто будет смотреть это видео. Смотрите, здесь очень интересная вещь такая. Здесь у вас, опять-таки, смотрите, насколько вам это резонирует. Если вам не резонирует, значит расклад просто не ваш. Очень много каких-то нереализованных идей, желаний. И это все переросло, знаете, в такое какое-то болотце, да, как бы это объяснить-то на человеческий, то есть на энергетическом, если взять, да, энергетику, энергетическое поле, то ваши вот эти желания, какие-то идеи, они вот появляются, и они там застревают, потому что нету выхода. То есть вы их как-то копите, желания копите, можете даже записывать идеи, записывать свои желания, но все это остается как-то на потом, на лучшие времена, не сейчас, времени нет, и все остальное вот в том духе. И у вас их настолько сейчас уже много, что по ощущениям, как, знаете, заболоченная такая энергетика, вы даже можете себя немножко как-то чувствовать, сонливость такая, энергии нет, да, а потому что все вот эти наши цели и желания, они вот эту энергию как раз и едят. То есть они-то есть, они не реализованы, они как вот маленькие птенчики, да, просят корма. Мы же их не отпустили из гнезда. Соответственно, мы их кормим своей энергией, своими эмоциями. У кого-то может быть даже раздражительность, гнев какой-то непонятно откуда. Потому что вот желания наружу-то рвутся, а могут быть такие установки, что а как я это сделаю, у меня сейчас денег нет, а возможностей нету, а сейчас вот это неудобно делать. И
Здесь вам это все нужно очень хорошенечко перебрать. Было бы неплохо, конечно, это все выписать. И распределить на приоритеты. Сделать, вы знаете, прям как здесь, в такую вот... Поставить все это в рядок, да, в систему. То есть сейчас у вас это все беспорядочно, где-то что-то хотели. Если у вас записано, тогда определиться, от каких-то желаний возможно отказаться, от каких-то целей возможно тоже отказаться. Кстати, очень хорошая практика перед Новым годом. Да, мы всегда какие-то ставим цели, возможности. Вот я знаю, как назову. Что нужно сделать до Нового года? Как раз осталось 1,5 месяца, даже чуть меньше. И как раз-таки перебрать все, что вы хотели, все, что у вас не свершилось, все, что у вас не получилось исполнить, какие-то желания, идеи. И первое, есть тот список желаний, целей и идей, да, от которых вы отказываетесь. Либо это не актуально уже, да, вычеркиваем. Мне не актуально. И прям можно проговорить: отпускаю, все, закрыто. Зачем мы это будем делать? Затем, чтобы освободить вот эту энергию, которую кушает вот это желание, цель или что там еще были, идея. Дальше следующее. Например, вам желание актуально, но вы понимаете, что в этом году вы уже не успеете это сделать. Откладываем, да, переносим на следующий год. То есть вы уже сейчас эту цель, это желание из своего поля отодвигаете в том плане, что вы говорите: сейчас энергии у меня на тебя нету, но я вернусь к тебе в такое-то время. Там, либо в следующем году. Лучше, конечно, распланировать, да, что если вы все-таки там сейчас понимаете, что в отпуск вы не поедете, но вы, допустим, готовы поехать в марте, в феврале. Пишите себе февраль там, или март, сами решаете, либо другой какой-то месяц, отпуск. Все, я спланировал туда, и уже вот это как бы желание, оно вас не подъедает, потому что вы знаете, что вы к этому вернетесь, там, или спланировать отдых, там, январь, например, да. Так. А есть те, которые вы, например, можете выполнить уже завтра, но вы никак не находите время. Тоже можете распланировать себе в неделю, каждый день какое-то вот это вот все, если это что-то мелкое, да, там, например, поменять полотенце на кухне, да, или что-то такое, что вы действительно можете сделать. Сделайте, распланируйте и закройте все эти желания до Нового года. Если не успеваете, прям вычеркивайте. Все закрыто и до свидания, чтобы вернуть себе энергию. И когда зачеркиваете, можете также проговорить, кроме того, что отменяю, отпускаю, не актуально, и забираю свою энергию из этого цели, желания или так далее. Возвращаю ее себе. Тоже хорошая практика. Да, отлично. Тогда энергия возвращаете. Вы получаете новые шансы, кстати, на реализацию даже ваших идей, которые у вас уже записаны. К вам могут приходить какие-то новые идеи, да, тоже их распределяем по приоритетам. Да. Мудро подходим к распределению своих желаний и приоритетов. Отлично. Можно взять вот это срочно, не срочно, важно, не важно, да, вот этот квадратик, погуглите, кому интересно. Если знаете, тоже можно это расписать. Если у вас желание или цель попадает, что не срочно, не важно, то посмотрите, действительно ли вам это нужно. То есть здесь конкретно нужно уметь управлять всеми вашими хотелками и целями и идеями. Вы можете очень фонтанировать этим всем, и желаниями, и идеями, и возможностями какими-то. И то хочу, и это хочу, и вот это еще хочу.
Но нужно понимать, что опять-таки все это ест нашу энергию, кушает прям хорошо ням-ням-ням. И чтобы не было вот того, что да, мы с самого начала разбирали, такого некого заболачивания энергетики, тогда и нужна вот эта тема. Когда вы понимаете, что не нужно, не важно, все, отметаем и забываем про это. Перестаем кормить это своей энергией. Тогда у нас появляется энергия на какие-то действительно важные моменты, которые очень хорошо могут продвинуть вас в вашей жизни. Вы начинаете управлять и своей жизнью, и своей энергетикой, и быстрее продвигаться к вашим целям, действительно, которые вы хотите. Да, именно так. Кто там у нас убегает? Да. То есть кто-то прям даже сведет буквально к 2-3 целям, но каким-то таким глобальным, которые вас зажигают и прям к которым хочется двигаться, но это будет действительно вот ваши такие порывы души, да, так сказать, которые она действительно хочет воплотить. Вам это будет, кстати, давать еще положительные эмоции и способствовать исполнению ваших желаний, между прочим. Чем больше положительных эмоций мы получаем, да, тем больше у нас энергии и, соответственно, желания исполняются быстрее. Ну, если, конечно, нету каких-то блоков, чтобы получить что-то конкретное, да. Да, вы выходите из этого болота. Тут прям вот видите одни кубки. Ну, рыбки, кстати, это же все исполнение желаний. Вы себя начинаете чувствовать более уверенным после того, как ваше желание исполняется. А сейчас, вы знаете, как, ну, не хочу сказать, что день тюленя, но вот сейчас очень сильно вяло. Можете даже не понимать, чего вы хотите. Да, очень какое-то такое тяжкое состояние внутри, как будто вот трактор проехался по вам. Прям проструктурируйте, действительно, если хотите освободить энергию, действительно себя лучше почувствовать, тогда вот избавьтесь от того, что вам не нужно, а может даже кому-то нужно обновить желание и действительно записать актуальные, те, которые придают вам сил, могущества, уверенности в себе. Смотрите, и сила, и умеренность, и звезда. У вас прям включается энергообмен очень хороший. Отеки, кстати, могут уйти, если вот прям страдаете отеком. Это вот все нереализованные, застоявшиеся идеи, желания и все остальное. Эмоции по этому поводу, да, ведь когда мы желания свои не даем им ход, мы начинаем чувствовать себя раздраженными, да, неудовлетворенными. Это все в теле застаивается в виде отеков. Так, да, обмен веществ может улучшиться, огонь прям и в глазах, так скажем, проснуться, и вообще энергичнее себя будете чувствовать. Ну, здесь, в принципе, то же самое, что я уже говорила. Будете чувствовать себя более наполненными, краски жизни могут стать более полными, более яркими такими, то есть вам какие-то новые идеи, но я тоже говорила про это.
вы начнете воплощать, кстати говоря, ваши идеи. То есть я вот говорила о том, что у кого-то там даже 2-3 останутся, но вы начнете их воплощать, вы начнете протягивать в материю, и, соответственно, вы будете видеть плоды ваших целей, желаний, и самооценка будет увеличиваться, и вы будете это, как сказать, ценить это будете, и вы будете действительно видеть плоды того, что вы делаете. Так. И ваше уныние сменится, да. Кто-то, кстати, может начать сны видеть. Если у вас не было давно снов, это значит, что тоже на энергетике подъедают, да, подъедают желания ваши нереализованные. И, соответственно, высвободив эту энергетику, вам могут начать сниться красочные сны, если их снов не было раньше. Тут главное не набрать опять. Энергии-то же теперь полно, теперь я опять хочу и то, и то, и то. И все мне надо, и все мне надо. Учитесь как бы, не наберите ни своего. Вот как бы здесь такое есть предостережение от карт, что нужно четко понимать, что ваше, что не ваше, что навязанное, чего вы действительно хотите, чтобы не набрать чужих целей. От чего нужно отказаться, кому сказать нет, например, чтобы вам было легче идти по жизни, а кому-то даже начать что-то новое. И вот прям, и возможности новые, и краски мира как-то поменяются в лучшую сторону, и вы себя будете чувствовать на коне. Что ж, я вас поздравляю, я считаю, что отличное видео, очень классная информация. Вроде бы, да, а что такого? Просто желания, идеи, нереализованные, где-то в столе они там болтаются. А видите, какой урон прям энергетики. Это тоже очень важная такая практика пересмотра желаний, пересмотров целей, понять, что вам это что-то не актуально уже. Знаете, как с гардеробом, с одеждой. Женщины, наверное, больше поймут. Это вот то состояние, когда вроде одежды много, а носить нечего. Это не то, что носить нечего, это значит, что какая вы сейчас, и то, что есть в гардеробе, вам не соответствует, не подходит. Вибрации не те, то есть можно очень многим это объяснить, но смысл будет один и тот же, да, то есть то, что внутри, да, у вас не соответствует внешнему, в данном случае одежде. Соответственно, хочется это все поменять. Также и наши цели и желания, которые когда-то мы хотели, они могут нам уже не соответствовать. Например, вы хотели там iPhone 10, а уже сейчас 15. Вы 10 уже явно не хотите, хотите как минимум 13, 14, 15, да, у каждого там свои запросы. А тогда-то вы желание не отменили, то, что вы хотите 10, и оно до сих пор в вашем поле висит, что вы хотите 10, а оно уже и не актуально, и, возможно, уже 10 вы не найдете, да и он вам уже и не нужен. А желание все вас кушает. Как кушает, условно говоря. Вот. Что ж, я вас благодарю за просмотр, за ваше время. Буду благодарна вам также за комментарии, за лайки, за подписки. Комментарии все читаю, очень радуюсь, когда вам это все резонирует, помогает. Кто-то свои инсайты пишет. Это тоже очень полезно и другим людям, которые будут это читать. Они что-то из ваших историй тоже подчерпнут. Кто-то там в комментариях начинает общаться даже, в хорошем смысле слова, и чему я очень тоже рада. Спасибо вам огромное за вашу поддержку.
за вашу любовь, за обратную связь. Мне очень приятно. И хочется и дальше продолжать. Всего хорошего вам времени. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Кстати, если у вас какие-то темы тоже будут проявляться, пишите обязательно в комментариях. Все, пока-пока.